Необычная молодая женщина, которая попала в Голливуд благодаря университету. Я уверен, ее легко узнать в этой стране, хотя ей было бы трудно сохранить анонимность в любом месте. Мисс Джейн Мэнсфилд. Теперь перейдем к делу. Специальный приз в знак признания его артистического мастерства вручается всеми любимому. Может, он здесь, а может и нет. Но если его здесь нет, мы вполне готовы увидеть на сцене другие таланты. Кантифляс. Микки Руни получает приз. Кто? Кто хочет быть высоким? «Я самая умная, тупая блондинка в Голливуде», — говорила она. Ей завидовали женщины и обожали мужчины. Шикарная блондинка и главная конкурентка Мэрилин Монро прожила яркую, но очень короткую жизнь. Женщины встрепенулись, девушки повернули головы, а мужчины встали со своих мест. Королева Елизавета улыбнулась. Это случилось 10 октября 1957 года на лондонском стадионе, когда в холодную и дождливую осень, которой славится туманный Альбион, несравненная Джейн Мэнсфилд сняла пальто и предстала перед публикой во всей красе. Затем трибуны восторженно загудели, а футболисты английского Тоттенхэма, принимающие гостей, команду Вулверхэмптона, остановились на мгновение. Эффектная звезда Голливуда тут же вдохновила их на спортивный подвиг. Они начисто разгромили гостей. Джейн Мэнсфилд умела произвести впечатление, и чаще всего скандальное. Прообраз куклы Барби с милым выражением лица был далек от настоящей Джейн, в душе которой кипели нешуточные страсти и вечное желание шокировать публику. В отличие от звездных красоток фабрики грез, она была очень умна, говорила на 5 языках, играла на фортепиано и скрипке. Я никогда не считала себя секс-символом, потому что я обычная девушка. Если вы не можете посмеяться над собой, если вы слишком серьезно к себе относитесь, пора все прекращать. Однажды Джейн со смехом признается: «Я самая умная, тупая блондинка в Голливуде. Жаль, что публику интересуют мои параметры, а не мозги». Ей жутко завидовали, даже Софи Лорен не стала исключением. На приеме в честь великой итальянки с роскошными формами, устроенной студией Paramount, приглашенная Джейн выкинула очередной фортель. Вроде бы нечаянно почти обнажила красивую грудь. Сотрудники студии были недовольны, в особенности директор, пребывавший в ярости от этой выходки. Потом он расторгнет контракт Джейн Мэнсфилд, чем совершенно ее расстроит. Явное неудовольствие было написано на лице Софи Лорен. Лишь через много лет звездная итальянка выскажется в одном из интервью, что испытала легкий шок от поведения Джейн Мэнсфилд. Софи Лорен даже не постеснялась заметить: «Я уставилась на ее груди, так как испугалась, что они выпадут на мою тарелку». Впрочем, в том незапамятном 1957 году от глаз многих участников вечеринки не ускользнула и тень зависти на лице легендарной итальянки. Мэрилин Монро тоже на дух не переносила присутствие Джейн Мэнсфилд. Возможно, блондинка опасалась конкуренции, и тому были серьезные причины.
Если Мэрилин слепила свой незабываемый образ за счет титанических усилий, то Джейн будто все падало с неба. Если образование первой ограничивалось только чтением любовных романов, то в этом отношении Мэнсфилд была на голову выше. И яркую красоту Джейн, дарованную ей от природы, не портили даже многочисленные роды. Для матери 5 детей сохранить прежнюю привлекательность и фигуру – это как почетный орден, который редко кому присваивают. Как начиналась история Джейн Мэнсфилд? Джейн Палмер, будущая Джейн Мэнсфилд, родилась 19 апреля 1933 года в довольно обеспеченной семье с английскими корнями. Ее отец, Герберт Палмер, работал адвокатом. Умер в 32 года от сердечного приступа, оставив жену Веру с 3-летней дочерью Джейн. От родителей Веры на маму с дочкой свалилось наследство, превышающее $1 миллион по современному курсу. Джейн, которой минуло 15, не станет разбрасываться по мелочам. Деньги она потратит на занятия бальными танцами, на изучение языков и прочие полезные дела. А через 2 года после окончания школы неожиданно выскочит замуж за Пола Мэнсфилда. Затем родит дочь. Однако возиться на кухне и превратиться в одну из многих женщин, погрязших в домашнем хозяйстве, Джейн совсем не хотелось. Она поступит в Техасский университет, где будет учиться актерскому мастерству. Рядом на студенческой скамье устроится ревнивый муж, бдительно следящий за каждым ее шагом. Отлично понимая, что все дороги в сказочный Голливуд ведут через Лос-Анджелес, Джейн Мэнсфилд поселится в этом огромном городе звездных соблазнов. Однако подступиться к своей заветной мечте оказалось невероятно трудно. Чистолюбивая Джейн не чурается любой работы. Модель в агентстве, продавщица попкорна и прочие проходные профессии. Это лишь ступеньки к будущему успеху. Еще в Техасе Джейн набралась опыта игры в театре, а в Калифорнии планировала развернуться на всю катушку. Мэнсфилд побывала на кастингах в Paramount Pictures и Warner Brothers, но никому не приглянулась. Я подготовила монолог Жанны Д'Арк для Милтона Льюиса, который подбирал актеров на Paramount. А он посмотрел и сказал, что я напрасно трачу свои, как он выразился, очевидные таланты. Но время шло, а никакого просвета не было. Ситуация стала удручать Джейн. В Голливуде 50-х тренды задавала Мэрилин Монро, поэтому успех на смотринах в основном сопутствовал блондинкам с большой грудью. Спасительная мысль ударила ей в голову, когда она в 100-й раз на улице уперлась взглядом в плакат с изображением сексапильной Мэрилин Монро. «Как все просто!» – воскликнула про себя Джейн и перекрасилась в платиновую блондинку. С этого момента у нее словно появились крылья. Однажды белокурую красавицу с чувственными формами заметил Хью Хефнер. Он уже работал тогда над гениальным проектом журналом Playboy. И не было ничего удивительного в том, что на одной из обложек стремительно набирающего популярность издания вскоре появится несравненная Джейн Мэнсфилд. В Голливуде прозрели. В мае 1956 года 20 век Фокс, разругавшись с Мэрилин Монро, подписал с Джейн 6-летний контракт. В том же 1956 году выйдет фильм «Эта девушка не может иначе», который принесет Джейн долгожданную славу. А за главную роль в драме «Заблудившийся автобус» теперь уже голливудская звезда получит «Золотой глобус». Где ты был, дорогой? Эта блондинка сводит мужчин с ума. Что бы ты ни говорил, ты мой. Мэнсфилд была достаточно умна и могла разрушить стереотип о блондинках. С IQ 163 Джейн хорошо усваивала точные науки в школе, а после говорила на 5 языках. Став всемирно известной, Мэнсфилд много гастролировала. В частности, она побывала на родине предков, в Англии, где познакомилась с королевой Елизаветой.
Осознав силу своей красоты, Джейн бросится в водоворот новой жизни. Пол Мэнсфилд, уставший от постоянных измен Джейн, разведется с ней. Она оставит его фамилию, полагая, что этот товарный знак надо нести на своих нежных плечах до конца жизни. Микки Харкетей, культурист и мистер Вселенная 1955 года, станет вторым мужем Джейн Мэнсфилд. Он окажется единственным мужчиной, который боготворил платиновую блондинку и помог ей заработать приличное состояние, когда карьера жены пошла на спад. Ради Джейн Микки был готов на все. Будучи плотником и водопроводчиком по профессии, он сделал для любимой бассейн в форме сердечка. Жила семья в романтичном розовом особняке, который вместе с хозяйкой вдохновил чету Хендлер на создание куклы Барби. Но на пике карьеры Джейн находилась от силы 3 года. Статус преемницы Монро она не вывезла. Провалившись с парой последних фильмов, Джейн ускорила закат эры простоватых блондинок. Теперь актрисе предлагали сниматься только в проходных лентах. Впрочем, Джейн не расстраивалась. С Микки они придумали собственное шоу, с которым за неделю поднимали $35 тысяч. В то время этого хватило бы на покупку особняка. У пары родились сыновья Миклаш и Золтан. Имена выбирали венгерские, так как Харкетей родом из Будапешта. Однако даже 2 детей, рожденных в браке, не удерживали Джейн от любовных романов на стороне. Уже в разводе с Микки она родила дочь Маришку, будущую актрису голливудских сериалов. Джейн сама подала на развод, о чем позже жалела. Микки точно не заслуживал такого отношения. Джейн, не потерявшая свою привлекательность, покоряет сердца известных актеров и политиков, словно негласно соревнуясь с Мэрилин Монро. Заметим, что на ее прелести клюнули и братья Кеннеди. Только умная Джейн обошлась короткими интрижками, не переводя случившееся в серьезные отношения. Между любовными романами Мэнсфилд умудрилась выскочить замуж за режиссера Мэтта Кимбера. Брак продержался менее года. Джейн успела родить 5-го ребенка, сына Тони, и несколько раз изменить мужу. А ты помнишь слезы? Билли, прекрати. В моей жизни нет места воспоминаниям. Каждый день новый, а прошедший перестает существовать. Только так и должно быть. Даже со мной? Да, с тобой, с кем угодно. Иначе невозможно. Мэтта быстро утомили пьяные наезды жены, которая сравнивала его с другими своими любовниками и упрекала в том, что он не может позаботиться о ней, как Микки. Алкоголь стал большой проблемой для Мэнсфилд. Запои с пьяными драками окончательно скинули Джейн с голливудской вершины. Так в ее жизни замелькали выступления в дешевых кабаре и появился следующий бойфренд – Сэм Броди, ставший ее адвокатом и собутыльником. Под градусом Сэм любил избивать старшую дочь Мэнсфилд, 16-летнюю Джейн Мэри. Мать не возражала. С Броди Джейн ударилась в сатанизм. В 1966 году они, ни от кого не скрываясь, посетили сатанинскую церковь в Сан-Франциско, где встретились с ее основателем Антоном Лавеем. Известно, что и Лавей был любовником Мэнсфилд. 28 июня 1967 года Джейн выступила в ресторанчике в Билокси, штат Миссисипи, и за полночь отправилась на своем Бьюик Электро 225 в Новый Орлеан, где ее ждали на полуденном шоу. На переднем сидении были водитель, Броди и Джейн. Сзади ехали ее дети – Миклаш, Золтан и Маришка. Примерно в 2:25 ночи их машина на полном ходу влетела в грузовик, распрыскивавший противомоскитные инсектициды. Облако из отравы для насекомых замаскировало грузовое авто. Водитель Бьюик просто его не заметил. Все взрослые погибли на месте, дети отделались синяками. От удара Бьюик превратился в кабриолет. После этого случая на всю спецтехнику в США сзади устанавливается специальная балка, которая при столкновении не дает автомобилю залететь под грузовик целиком. Эту штуковину в народе называют бампером Мэнсфилд. На похороны Джейн придет только Микки,
искренне любившие эту шальную и необычную женщину до конца своих дней. Многочисленные любовники платиновой блондинки предпочтут навсегда забыть о ней. Я видел ее в последний раз. Это была уже не она. Вы знаете, дух покинул ее, душа покинула ее, осталась лишь оболочка. Это была не она.